Доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о стандартной функции Windows восстановления системы. Данная функция очень важна для вашего компьютера. В каких случаях она вам будет нужна? Сегодня я покажу вам на ярком примере, для чего эта функция используется. Начнем с того, что иногда бывает такое, что вы скачали какой-либо файл, и он оказался вирусом и повредил реестр вашей системы. После чего появились какие-либо проблемы. В моем случае, например, стали неисправны большое количество программ, которые теперь запустить невозможно. Начнем с того, что для восстановления системы у вас обязательно должна быть предыдущая точка восстановления, которая была создана автоматически либо вручную. В моем случае мне повезло, и одна точка у меня есть. Вы можете просмотреть, какие программы будут затронуты. Скажу сразу, что личные файлы затронуты не будут. Нажимаем «Далее», и начнется восстановление системы. Здесь мы также можем посмотреть информацию и приступить к восстановлению. Восстановление системы длится очень долго, так как реестр операционной системы был поврежден, видимо, очень сильно. К сожалению, обычный способ восстановления с помощью точки восстановления нам не помог. Будем пробовать пользоваться более расширенными методами восстановления. И есть одна присущая только Windows 10, это сброс до заводских установок операционной системы. Посмотрим, что можно сделать. Возвращение к исходному состоянию Windows предполагает установку Windows по новой. Значит, каков результат возвращения компьютера к исходному состоянию? Данная функция, как я уже повторялся, присуща только Windows 10. Удалились абсолютно все программы, и вроде бы как Windows была переустановлена. Единственное, что мы выбирали функцию «Сохранить личные файлы», поэтому все личные файлы были сохранены на рабочем столе, я их перенес. Также можно было вообще переустановить. То есть это эквивалентно переустановке Windows функция. Теперь нам нужно установить все драйвера и программы, которые нам необходимы по новой. А затем покажу, как больше не попасть в такую ситуацию. Приступим к восстановлению системы, а точнее ее настройки. Откроем панель управления. Во всех операционных системах Windows 7, 8, 10 осуществляется этот процесс одинаково. Открываем «Система». В левой колонке навигации ищем «Защита системы». Открываем «Настроить». И здесь мы можем выбрать, сколько выделять под точкой восстановления места. Чем больше выделите вы места, тем больше точек восстановления сможет оставаться одновременно. Точнее, создаваться автоматически. Старые точки восстановления будут удаляться, новые создаваться. Если же, конечно, вы не экономите место. Обязательно оставьте пункт «Защищать систему», нажимаем «Применить» и ОК. Таким образом, мы сможем выделить место столько, сколько нам нужно по точке восстановления. А чем их больше, тем больше шанс восстановить систему правильно и избежать моей участи. Это хорошо, что я показал вам яркий пример.
Ну а теперь хотелось бы показать вам пример того, что нужно делать после чистой установки Windows и некоторых нужных вам программ. Открываем резервное копирование и восстановление. Вы можете создать DVD-диск с образом, мы же создадим просто образ на жестком диске. Это впоследствии поможет нам восстановить операционную систему именно в том состоянии, в котором вы его оставили, со всеми программами и настройками именно под вас. Сейчас вы выбираете раздел «Логический диск», а именно другой логический диск, не тот, на котором установлена операционная система. В моем случае это диск ИИ. Конечно же, вас сразу предупреждают, что лучше всего создавать на другом физическом, не логическом физическом диске, так как если вдруг выйдет этот диск из строя, то вы с другого диска сможете установить вашу операционную систему. Но мы все же создадим на том же диске, только в другом логическом разделе. В вашем случае это может быть диск D. Ну и нажимаем «Далее». Здесь вы можете просмотреть еще некоторую информацию о том, что вы выбрали, сколько места займет приблизительно ваш образ с операционной системой. Ну и теперь нам остается только ожидать. Данный вариант очень хорош, потому что вы сможете восстановить систему именно в том состоянии, в котором вы его на данный момент оставили. Ну и завершается наша установка. Итак, давайте посмотрим, что получилось. Заходим на логический диск И ищем наш вновь созданный образ. Вот он. Можете просмотреть его. В последующем вы всегда сможете с помощью него восстановить операционную систему Windows в том состоянии, в котором она есть. Эта функция присуща всем видам операционной системы Windows 7, 8, 10 и так далее. Надеюсь, что я вам хоть немножечко, но объяснил, какова роль восстановления и резервного копирования в этой среде. Еще раз показываю точки восстановления, где искать, как их выбирать. И надеюсь, что это все вам пригодится. Если будут какие-либо вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу. А так, спасибо за внимание. Всего вам доброго и благополучного восстановления вашей операционной системы. Не дай Бог.